Это ребята, меня зовут Артур. Сегодня хотел бы поговорить про то, как слушать музыку, когда катаешься на кайте. Какое-то время я ходил в бассейн, и мне поднадоело наблюдать просто достаточно неразнообразные пейзажи кафеля, когда плаваешь, и я решил обзавестись плеером. В общем, посмотрев, какие есть модели из приличных, не берем в расчет варианты с Алиэкспресса, хотя они тоже имеют право на жизнь, но пока не будем про них. Я нашел два основных варианта. Принципиальных два варианта. Это внутриканальные наушники-плеер и плееры такого вибрационного типа, которые с костной проводимостью. Ну, как бы плееры с костной проводимостью не были представлены тогда хорошо, и я выбрал внутриканальные наушники Sony Walkman. Отличная модель. Видел много таких у кайтеров. Супер распространенная, супер обычная. Весь принцип в том, что сам плеер, скажем так, водонепроницаемый, и меняются насадки эти внутриканальные на такие закрытые. Можешь ставить в уши и плавать в них. Первое, с чем столкнулся, что в самом деле в бассейне эти наушники работают не очень. Потому что когда ты погружаешься, как бы голову опускаешь под воду, вода все-таки попадает, несмотря на то, что я там подобрал вот эти насадочки, они достаточно много там вариантов есть, но тем не менее вода все равно попадает между ухами плеером, и звук прям плохой становится. Его практически не слышно, во-первых, в воде, а во-вторых, как бы, качество совсем никакое. Из плюсов у Walkman то, что он может подключаться по Bluetooth к телефону, и можно там аудиокнигу слушать, или даже там его использовать как гарнитурку. Вот. Что про него можно сказать? Там настройки разные прикольные, можно чуть даже подобновлять прошивку, но для кайтера, наверное, вариант хороший в том случае, если вы катаетесь в теплых местах. Почему в теплых местах, тоже сейчас расскажу. Момент заключается в том, что гидрошлем достаточно плотно облегает голову. А внутриканальные наушники, они, вообще все подобного типа наушники, они имеют определенный объем. И он обычно каким-то образом заходит либо за ухо, если это JBL, или, как Sony Walkman, он находится вот здесь впереди в большей степени. То есть он как бы заходит за ухо, и там есть дужка. Так вот, когда гидрошлем прилегает, во-первых, дужка сзади выступает, и прилегание гидрошлема будет как бы толкать ее вперед, давит в канал уха. И второе, нажимает гидрошлем сверху на наушник. И что ни говори, при таком прилегании, долго кататься не очень удобно. В общем, я пытался использовать их по-разному, но вот из-за вот этих особенностей, когда используешь худ или гидрокостюм с интегрированным капюшоном, эта музычка больше в самом деле приносит негативных эмоций, чем положительных. И второй момент. Емкость батареи в Sony Walkman зависит от включенных функций. Там есть Ambi Sound, это когда звук берется микрофоном снаружи и подается внутрь, чтобы ты как бы не был глухой в наушниках, если ты там, например, на велосипеде катаешься, чтобы тебя машина не сбила. Вот такой фокус есть. Но этот Ambi Sound, он практически не работает с подводными, с водными накладками, во-первых. И второй момент, очень сильно высаживает батарею. И я сталкивался с тем, что когда там ездили кататься в Кирилловку, я прям выходил с вроде заряженными наушниками, у меня посреди каталки они садились внезапно. Вот. Мне кажется, это было связано с тем, что был Bluetooth включен, он сильно ест батарею. А как проверить, непонятно, потому что кнопок, каких-то индикаторов, включен он, выключен, как бы нет на плеере. И ты можешь просто взять, включить его, и by default получится, что батареи жрут. Мало того, чтобы тише звук, так еще и, как бы можно получить печальный результат.
Второй момент с волкманами. Волкманы — это штука ненадежная. Мне меняли их по гарантии. У них частая проблема, что один наушник перестает звучать. Почему? Да никто не знает. Такая вот сборка. Чинить их сложно, поэтому зачастую лучше брать их в локальных магазинах, не заказывать в интернете, чтобы потом, если что, можно было поменять по гарантийным обязательствам. Вот. И вот в прошлом сезоне мы поехали кататься в Лейпалю, и был ветер какой-то очень никакой, и при выходе на берег мне гидрошлем очень надавил на наушники. Я просто скинул гидрошлем, снял наушники и сунул их почему-то в карман худи. В общем, я подарил Посейдону. Как бы расстроился, конечно, немного, потому что все-таки штуковина денег стоит, но нет худа без добра. И обзавелся вот такими наушниками Shokz. И расскажу про отличия. Ну, это Bone Construction, это наушники с костной проводимостью. Модель называется OpenSwim. Раньше эта модель называлась Trainers. Но почему-то ее переименовали, потому что, наверное, они начали делать для бегунов отдельную, более простую модель. По стоимости она практически не отличается от Волкмана, который у меня был. Но для кайтера эта штуковина, это вообще это другой уровень. Первое. Если вы плаваете в бассейне, и вот прям хотите и кайтить, и плавать в бассейне, берите вот эти наушники. Из-за их конструкции, качества при погружении головы под воду не падает, а наоборот становится лучше. Второй момент заключается в том, что из-за их формы, то есть они вот так как-то сидят, с очками не очень удобно, они имеют гораздо более низкий профиль, и нет вот этого эффекта, когда гидрошлем прижимается, они давят в ушной канал, и как-то так неприятно. Они гораздо ниже сидят, гораздо более, так скажем, low profile, и как бы это тоже очень круто. Важный момент. Если вы катаетесь в теплых условиях, вы будете слышать музыку, но при этом уши у вас открыты, это другой опыт. То есть, если вам кто-то сзади кричит чего-то там, или там какие-то сигналы подают люди, вы не будете абсолютно глухой из-за плеера и не въедете там, или там разворот не сделаете в кого-нибудь. То есть вы слышите, что происходит вокруг, и при этом вы слышите музыку. Это очень круто. Музыка как такой саундтрек получается слегка. Второй момент. Если у вас тугой гидрошлем, вот эта вот дужка обычно, она сзади выступает. Если вы одеваете костюм с встроенным гидрошлемом, обычно он давит вот так. И как бы когда он давит, внутриканальные наушники работают плохо. Эти же наушники под гидрошлемом, они могут вообще как угодно быть одеты. Вот так, я не знаю, там как угодно. Просто чтобы они на кость были прижаты, и вы будете слышать музыку плюс-минус одинаково, как в машине. Вот, то есть поэтому можно их вот как-нибудь вот так вот нарядить, вот, и все будет здорово. По функционалу. Что тут по функционалу? Тут есть 4 кнопки. Включить, выключить, она же пауза. Громче, тише, она же следующий, предыдущий трек. 2 настройки эквалайзера. Под водой, там, по-моему, поменьше баса или побольше баса. И просто, чтобы бегать, обычный эквалайзер. Все. Больше никаких настроек нету. Штуковина простая вообще, но при этом гораздо более надежная и гораздо более прикольная. Есть отдельная зарядочка, и как и все в этих наушниках, она такая как бы немножко жалкая. Вот так вот выглядит. Вот открывается такой маленький кейс. Одевается так, чтобы здесь контактом он прилегал. Все, втыкаете в компьютер, либо в iPad, распознается как флешка, можно скинуть музыку, в принципе, все окей. Из минусов, собственно, это то, что и плюсы. То есть это простое очень устройство, и нет никаких настроек. Например, нельзя закинуть несколько папок и как-то свитчиться между папками.
То есть только там вроде бы какой-то альбомный мод, рандом. То есть это по сути как iPod Shuffle, который раньше был популярен. То есть если вы просто музыку слушаете, это окей. Но я люблю иногда послушать аудиокнигу, и, ну, переключение тут не очень удобное. Второй момент. Если вы в шумном месте слушаете, то вам придется использовать беруши. Потому что, что ни говори, внешний шум бывает достаточно громкий. Если вы пойдете в аквапарк, где дети форум орут, то придется беруши. Ну, беруши есть в комплекте. Вот такие обычные плавательные беруши, резинки. Вот. И, в общем-то, если вставить беруши, все комфортно. Громкость не нагружает барабанную перепонку. Не тратит слух как-то. И такой неочевидный момент, в общем, кататься с наушниками хорошо. Это, во-первых, как-то чуть-чуть поинтересней, как мне кажется. Какая-то бодрая музыка, какой-то правильный настрой создает, хочется что-то попробовать, но какой-то, может быть, даже смелости в чем-то добавляет, мотивационной. Ну и второй момент, если катаетесь в достаточно холодной воде, попадание холодной воды в ухо может вызывать очень специфические заболевания. И когда вы используете внутриканальные наушники либо беруши для вот этого комплекта, вы в самом деле себя еще штрафуете от того, что у вас будет попадать вода в ухо. Какие есть еще варианты? Ну, ребята заказывали специальные беруши для как бы для обычных наушников. Это какая-то такая масса, которая там в ухо каким-то образом заливается, сверлится под наушник. Я видел похожую штуку, по-моему, то ли у Язуна, то ли у Сэма Лайта. Но ничего сказать не могу. Это какая-то уже кастомная штука, ультра нераспространенная. Наверное, я бы сказал, что если брать что-то вот такое для кайтера, наверное, стоит смотреть на то, что можно купить в магазине, потому что, ну, я имею в виду не заказывать откуда-то там из Штатов, чтобы оно там 2 месяца шло, и потом узнать, что это просто не подходит. Ну, неудобно сидит, или с гидрокостюмом как-то там не контуется. Ну, если, конечно, вы катаете в шортах и лайкаете, то без разницы, главное, чтобы нравилось. Вот. Я вот такой вариант выбрал для себя. Ну, для вас, что лучше подойдет, решать вам. Может быть, стоит просто купить дешевый плеер с AliExpress и попробовать. Смотрите сами, короче. Пока.